Сегодня мы разберем вырезанные сцены 11 серии аниме «Реинкарнация безработного». Узнаем, как Сильфи хотела купить себе Руди, чтобы пойти с ним на несуществующее задание. А также поговорим о подробностях перед постельной сценой. Но также напоминаю, что прочитать свою любимую мангу, манхву-маньхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Что ж, 11 серия встречает нас очередным разбирательством Ариэль в чувствах Сильфиеты. Но только теперь все было серьезно, поскольку принцессе надоело, что спустя полгода ее подруга так и не смогла признаться в чувствах дорогому человеку и уж тем более раскрыть свою личность. После чего была проведена беседа, в которой Ариэль хотела узнать, что вообще связывало Сильфиету с Руди. Там, собственно, нам рассказали о том, как парнишка спас Сильфи от хулиганов, которые булили ее из-за цвета волос, и о том самом случае, когда Руди, не зная настоящего пола, раздел девчонку догола, дабы та смогла принять ванну и не заболеть простыв от дождя. Услышав эту историю, Ариэль тут же поняла, как следует действовать Сильфи. Однако в аниме мы сразу же перешли к действию, так и не услышав план. Но в ранобэ и манге суть плана была оглашена, и заключалось все в том, чтобы попытаться повторить ту самую неловкую сцену из детства Руди и Сильфи. И можно было бы сказать, что это не так-то и важно, вот только из-за этого мы упустили смущенное выражение лица Сильфиеты, которую поставили перед фактом: либо она все же добивается Рудиуса, либо больше никогда его не видит. Само же приглашение Руди прошло без особых изменений, кроме того, что несуществующей придворной дамой в ранобэ и манге был мужчина. В лесу Града была упущена информация о том, насколько опасно было это место, кишащее кучей монстров, снежными шершнями, белыми кагурами, горчичными энтами и другими. Собственно, поэтому Руди и попросил Сильфи быть настороже, смотря в оба, пока он сам растапливал снег, прокладывая им путь. В экранизации нам это не объяснили, но снег вокруг них был совсем необычным, как это могло показаться. В ранобэ говорилось, что в лесу Града, помимо монстров и аномального уровня маны, время от времени выпадал град, поэтому и снег представлял из себя не мягкие сугробы, а твердые градины. Делал он это, кстати, особым способом, подобрав максимально оптимальную температуру, при котором тающий снег со льдом не будет испускать пара, дабы не привлекать монстров. Собственно, в аниме Рудиус так и поступил, но нам не объяснили, как и зачем он так делал. Также по пути в лес Сильфиета затеяла разговор о том, чтобы заплатить Руди за работу, думая, что она могла купить его за вырученные деньги от Ариэль. Тогда она засмущалась от одной только мысли об этом, но на деле в ранобэ более глубже объяснили ее смущение. Ведь как только Сильфи подумала о возможной покупке Руди себе, у нее в голове сразу же всплыли картинки с невольнического рынка, где ей вообразилось, как она покупает Рудиуса полностью обнаженного, стоящего на помосте. Так-то в ранобэ ее чрезмерное смущение выглядело более объяснимым. Как только эти двое дошли к нужной точке, Сильфи через кольцо подала сигнал другим соучастникам этого плана, о которых в экранизации даже не вспомнили. А ведь это были два мага воды продвинутого уровня, и вместе с Сильфи они не позволили Руди развеять дождевые облака. И поскольку план Ариэль шел так, как нужно, эти двое вынуждены были укрыться от непогоды в пещере неподалеку, хотя Рудиусу с самого начала показалось странным внезапное появление дождя и при этом совершенно непринужденное поведение Сильфиеты. В ранобэ даже продемонстрировали тревожные мысли Рудиуса, ибо как только он услышал просьбу снять с нее промокшую одежду, ему сразу же показалось, что это все было подстроенной ловушкой. И как только бы он начал раздевать Сильфи, к ним бы ворвались какие-то ребята, заявив, что он якобы узнал страшную тайну королевства Асура. То есть Руди не на шутку стремался хоть что-то предпринимать в этой ситуации. Но видя, как сильно дрожала Сильфи, плюс еще она сама дала добро, он все же начал снимать с нее промокшую одежду. А видя ее девичью фигуру, Рудиус окончательно удостоверился, что Фит-сэмпай был девушкой. И из-за столь красивого зрелища, второй раз за 3 года его Очинчи вновь принял боевую стойку, о чем в аниме не сказано было ни слова. Хотя проблема с потенцией была чуть ли не главной причиной
его поступление в магическую академию. Все это время, снимая промокшую одежду, Руди вспоминал, что однажды уже была подобная ситуация, и как только дело дошло к снятию очков, увидев глаза Фитца, к нему сразу же дошло то, кем на самом деле может быть она. В Ранобэ сделали акцент также и на ее волосы, из-за которых Рудиус никак не мог вспомнить Сильфи, ведь раньше у нее были волосы изумрудного цвета, а сейчас по Ранобэ чисто белые. После чего уже Руди и спросил Фитца, звали ли его на самом деле Сильфиетой, попав в самое яблочко. Что ж, хоть про проблему Рудиуса в этой серии нам ничего не сказали, однако учитывая, какая будет следующая серия, там все должно быть компенсировано с лихвой. Что ж, посмотрим, как ГГ переборет свою душевную травму. Ну а также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.